Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю необыкновенно вкусный, легкий, зефирный торт пина-колада. Торт я буду готовить без выпечки в этот раз. Крайне редкий вариант на моем канале, но по многочисленным просьбам именно летний такой вариант торта превосходно держит форму. Не буду использовать никаких жиров в приготовлении этого торта. Готовится он очень просто. Здесь у меня банка ананасов консервированных. Ананасы 490 грамм. Вес у них без жидкости. Нарезаю вот таким образом. Весь сок я сливаю в отдельную емкость и добавляю туда еще 150 мл воды. То есть примерно 300 грамм сока и 150 мл кипяченой воды. Отставляю в сторону. 3 яйца я очень аккуратно разделяю на желтки и белки. Яйца весом примерно по 50 грамм. Здесь 300 грамм яблочного пюре без сахара. Добавляю туда 60 грамм сахара к этому пюре. Все перемешиваю. И также добавляю туда 3 желтка. Сразу желтки ни в коем случае сахаром не засыпаем, иначе они покроются корочкой и ничего не сможем с ними сделать. Идем сейчас на плиту на очень умеренном огне. При непрерывном помешивании в кастрюле с толстым дном я довожу эту массу до первых признаков кипения. То есть как только пойдут первые пузыри, я сразу же, вот здесь видно на видео, я сразу же ничего здесь не жду, они еще такие ленивые пузыри идут. Добавляю туда 70 грамм кокосовой стружки. Кокосовую стружку следует выбирать очень ароматную для любого десерта, не только для этого торта. Сейчас я всю эту массу провариваю еще раз до кипения и сразу же, ничего здесь дольше не жду, снимаю ее с огня. Переливаю в ту емкость, где масса будет остывать до комнатной температуры. Здесь вот эту массу мы довели до 82 градусов. Больше здесь ее держать нельзя, иначе желтки могут пойти крупинками, и этого нам следует избегать здесь. Накрываю пищевой пленкой в контакт. Сейчас готовлю уже нижний слой сразу, потому что потом, когда будет готовиться зефир, ничего не успеем уже сделать. 15 штук печенья савоярди я вот так обильно смачиваю в соке с водой. Как вы любите, делайте. Кто-то любит сильнее, чтобы были они пропитаны, кто-то меньше. И выкладываю уже в форму. Форма здесь у меня 28 на 18 сантиметров. Либо же можно брать круглую форму 26 сантиметров в диаметре. Нарезанные ананасы выкладываю сразу на печенье. Все это заранее готовим. Можете, если очень жарко в помещении, убрать заготовку в холодильник. Можете ананас здесь порезать более мелко. Кто любит, вот чтобы он был совсем измельченный такой. Это все на ваше усмотрение. Сейчас для зефирной массы я беру опять же 300 грамм яблочного пюре без сахара. 7 грамм агар-агара. Агар здесь сила геля 900. 100 грамм сахара и 100 миллилитров такой комнатной температуры воды. Все перемешиваю и иду сейчас на плиту и довожу всю эту смесь до кипения. 3 белка, которые мы разделяли от желтков. 16 грамм ванильного сахара и тоже иду на плиту. Как только появляются первые признаки кипения в яблочном пюре, я добавляю в белки 1/4 чайной ложки лимонной кислоты, либо берите 1 столовую ложку лимонного сока. Как только яблочная масса начала кипеть, я сразу начинаю взбивать белки. Добавляю туда порциями 100 грамм сахара в белки и одновременно, взбивая белки и помешивая интенсивно в ковшике, я вот так взбивать и уваривать эту смесь буду ровно 3 минуты на большом огне, то есть на полном огне. Под конец она будет кипеть, вот так вот брызгаться, нужно работать аккуратней. Если у вас есть планетарный миксер, конечно, лучше это делать в планетарном миксере. Спустя 3 минуты я ввожу аккуратно тонкой струйкой с края в белки всю яблочную смесь кипящую.
И вот сейчас, когда ввели все кипящее яблочное пюре в белки, отсчитываем еще ровно 3 минуты и взбиваем эту белково-яблочную, уже теперь зефирную смесь ровно 3 минуты после введения сиропа. Когда у нас остается что-то на дне ковшика, я ничего здесь это не собираю и взбиваю дальше, потому что могут быть комки там какие-то от агара. Взбиваю просто дальше. Здесь я перешла на стол, просто удобнее здесь уже показывать. Взбиваю в общей сложности ровно 3 минуты. Спустя где-то пару минут уже будут образовываться вот такие вот характерные пустоты в массе. Вот когда пройдет ровно 3 минуты, масса уже будет готова для сборки вот такого легкого тортика зефирного. Все, дальше взбивать нельзя, иначе масса просто затвердеет. Две части я выкладываю в 2 кондитерских мешка. Один просто со срезанным уголком, а другой с кондитерской насадкой у меня мешок. И третью оставшуюся часть я сразу же выкладываю на нижний слой. Ничего здесь ждать нельзя, иначе зефирная масса затвердеет и с ней уже ничего нельзя будет сделать. То есть работать нужно предельно быстро. Если вы новичок, то подготовьте все для себя заранее и кондитерские мешки, чтобы у вас все было наготове. Сейчас также 15 штук печенья савоярди, я также их пропитываю в соки и укладываю уже в зефирную массу. Работаю очень быстро тоже. Если у вас есть ваш любимый бисквит, вы, конечно, здесь вместо печенья савоярди можете его использовать. Здесь вторую часть зефирной массы я использую для второй прослойки. То есть я наношу вот так вот ее на печенье савоярди, разравниваю и делаю из нее бортики. Также вы можете, кто захочет испечь именно бисквитные коржи к этому торту, огромное количество на разный выбор бисквитов есть на моем канале, вы их найдете, эти рецепты в плейлисте «Бисквиты». Пройдите, посмотрите, и вы обязательно что-то для себя выберете. Здесь я показываю облегченный летний вариант для тех, кто вообще не захочет ничего выпекать в жару. Сейчас всю кокосовую массу я выкладываю также в кондитерский мешок. Если вы новичок и не умеете еще пока работать быстро, лучше этот шаг сделать заранее. То есть вот эту вот кокосово-яблочную смесь нужно сразу выложить в кондитерский мешок еще до того, как вы будете варить зефир. Вот это тоже важно. Я здесь делала все это на ходу, но лучше обратите на это внимание. Третья часть зефирной массы, кондитерский мешок. Насадка здесь у меня 336, и видите, уже немножко первый зефир уже немножко стабилизировался в самой насадке, поэтому вот такой вот смазанный рисунок как бы получился. Но имейте это в виду, что зефир есть зефир, с ним нужно работать очень быстро. Здесь уже украшаю остатками вот этой кокосовой массы и посыпаю кокосовой стружкой обильно. Торт получается без преувеличения очень вкусный. Никогда никто не скажет, что это просто зефирный торт, приготовленный без капли жира. Здесь жир будет вот в элементах декора из шоколада. Вы можете это пропустить, просто кокосовой стружкой украсить. И в принципе торт уже готов. То есть мы не используем здесь ни сыра, ни сливок. Убираю на пару часов в холодильник. И выбирала это я не для зефирной массы, а именно для вот этой вот кокосовой прослойки. И так, чтобы просто все вкусы объединились. Все, что делается на агаре, любое суфле, оно очень хорошо отстает от формы. Поэтому форму я ничем не смазывала, ничем ее не простилала. Очень хорошо просто сняли, элементарно раскрываем форму и снимаем. И зефирная масса прекрасно отделяется от формы. Нарезается торт очень хорошо. Торт нравится как взрослым, так и детям. Изумительно вкусный вкус получается именно пина-колады.
торта. Если вы любите, чтобы был с алкоголем этот вариант, вы можете также либо коньяк добавить вот в желтковую массу, либо ромовый ароматизатор. И тогда у вас будет с алкогольной ноткой. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.